Всем привет! Это компания WordTrack и меня зовут Сниткин Олег. Вы знаете, что наша компания занимается восстановлением техники Scania после ДТП. Процесс этот непростой. Автомобили Scania технически сложные автомобили. И мы постоянно проводим обучение, совершенствуемся в этом направлении. Сегодня как раз таки одно из таких обучений. Проведет нам его Артем, давайте с ним познакомимся. Привет, Артем. Привет, Олег. Расскажи, пожалуйста, что сегодня будете делать? Сегодня мы будем обучаться демультипликатору, как он устроен, что именно нужно дефектовать на демультипликаторе, разберем его, ну и, соответственно, давайте приступим. Так, начнем мы с того, что принес я вот этот вот рычаг вам не просто так, ребят. Очень часто идет недопонимание водителя, клиента и слесаря, непосредственно ремонтника, да. То есть водитель к вам обращается, как вот ты как раз уже говорил, да, черепашки, половинки, четвертинки, и они очень часто, то есть вот эти вот вещи называют разными вещами. Вы должны понимать, по поводу чего он с вами разговаривает, что по телефону, что когда он пришел к вам, да, то есть и как-то, я не знаю, либо на пальцах, либо что он показал. То есть вы должны в первую очередь знать, какие рычаги за что отвечают. То есть у нас вот этот переключатель отвечает за делитель, за демультипликатор у нас отвечает именно вот этот переключатель. То есть если он жалуется вот на этот переключатель, тогда мы лезем вот в эту железку. Если он у нас жалуется на этот переключатель, значит мы лезем в саму коробку. Ну и давайте приступим к самому демультипликатору. Вы посмотрели, изучили литературу в мультях, да? Давайте сейчас его разбирать. Начнем с того, что снимем с него синхрон, снимем вилку. Давайте приступаем. То есть, по сути дела, у нас должны быть здесь детали еще, да? Здесь должна быть крышка, здесь должен быть поршень, они у нас отсутствуют. Соответственно, извлекаем стопор, фиксатор скорости. Вытаскиваю полностью, снимаю болт, вытаскиваю полностью. На рычаге поняли, что за что отвечает? Это четко нужно знать. И это я вам говорю только про 5-ю серию, конечно. Вот. Он заржавел просто. Так, правильно сложить только его, чтобы не перепутать сторонами. То есть, смотри, ложбина, вот это, да? То есть, ну, почему? Ты же можешь вилку поставить другой стороной. И, соответственно, у тебя вообще ерунда уже получится полнейшая. Но мы его не ставим. Снять мы его сняли. Сейчас мы уже переходим на пресс. То есть нам нужно выпрессовать его, всю эту конструкцию из-под ширины. Давай попробуем за 6 зацепить. Подлезет? Нет, не подлезет, да? Давай тогда так вот засыпем. Не думаю, что он нас сильно тугает. Все. Так, вот смотри, вот это шестерни привода ретардера. То есть, если у тебя машина без ретардера, вот этой шестерни не будет. Вот, то есть, она только там бывает. Дальше снимаем площадку и смотрим большей частью вот на эти зубья. Эти зубы мы всегда осматриваем и здесь, и на синхронизаторном кольце, которое мы изначально сняли. То есть, вот эти зубья и вот эти зубья. Соответственно, тормозные кольца у нас здесь. Вот раз конус, вот два конуса. То есть мы смотрим вот эти части. На, держи. Осматривай. Осматривай зубья, осматривай поверхности. Вот. Здесь действует тот же самый принцип зуба, как вот я объяснял с валами. Он должен быть конусом. Другие зубы. Здесь другие зубья, да, здесь косые зубья. Ну, все хорошо.
есть они без всяких дефектов, да, все хорошо. Ну, с этим кольцом на самом деле редко что случается. И вот эту поверхность осматриваем, да? Чтобы она у нас была чистенькая. Никаких задиров. Вот особенно именно на демультипликаторе видно сам зуб очень хорошо в состоянии. Он у нас именно вот такой вот, этот зуб. Потому что там зубы мелкие, смотри, вот здесь вот, да, какие они. Они здесь крупные. И очень хорошо вот это вот выведено у нас здесь, да? Посмотрим. Так, все, с этой частью режем. То есть что-то происходит. Бывает такое, конечно, разлетаются, там какие-то подшипники вот эти вот у сателлитов. Все, ребят, все это моем и собираем. Чистыми руками, для того, чтобы потом вот такой проблемы не было, что ты намыл, а у тебя сателлиты тоже масло вымылось. Нет сателлитов, да, а большей частью именно подшипники внутренние. Сателлиты масло получат у нас потом все равно разбрызгивают. На хранение все равно проблема. Ну, на хранение, да. Да, это ответная часть тормозного кольца. Если он прижмется, Вот сюда, вот, да. То есть, вот как я объяснял, да, могу тебе то же самое объяснить. Я тебе объяснял на вторичном уровне, то здесь то же самое. Ты собрал два тормозных кольца и смотришь вот на эту щель между ними. Если щели уже нету, значит, это тормозное кольцо уже действовать не будет. Работать оно не будет. Есть даже, то есть, в Малте зазоры. Все. Так, смотрите, перед тем, как устанавливать корпус обратно, обратите внимание на такой момент, что вот эта пластина ставится у нас в одном положении. Если вы запрессуете до конца и не поймаете нужный момент, во-первых, вы можете сломать где-то корпус, во-вторых, вы ее не сможете поправить уже. То есть нужно поймать, чтобы вот эти вот отверстия у нас смотрели именно туда, куда нужно, да. Так что смотрите сразу же, вот этот момент учитывайте, устанавливайте наш демультипликатор обратно. Давайте дам подсказку, каким образом проще всего определить, да, с какой стороны. Вот смотри, вот если ты вот здесь вот сунешь руку, вот сюда, суй свою руку, вот сюда. Чувствуешь вот эту прорезь, да? Вот эта прорезь, она идет у нас вот сюда же. Мы совмещаем ту прорезь с этой прорезью. Так, смотрите, заключительная наша операция. До того состояния, в котором мы его получили, да, то есть нам нужно одеть это кольцо синхронизатора. Одеть его нужно только в одном положении. Вы читали в Малте, да, то есть, ну-ка скажите мне, да. Именно на короткие, все верно. То есть что получится, если вы оденете их на длинные? Если вы их оденете, у вас включаться все будет, но будет включаться очень-очень долго. То есть именно такой эффект у вас получится. Одевать нужно шарики, чтобы попадали на короткие. Сначала просто попадите в поршень и в сателлиты. А по ползункам потом подберете. Нам нужно совместить шарики вот под этими ползунками
непосредственно вот с этими ползунками. И их нужно совместить везде, по всему периметру этого кольца. Все, на месте. Вот таким образом выглядит наше обучение в компании WorkTrack. Сначала в нашем учебном классе мы проходим теорию, после этого переходим к практике в нашей ремзоне с нашими же агрегатами.